В небольшом красивом поселке, расположенном недалеко от берега небольшой речушки в нескольких километрах от Либерец, живет добрая и трудолюбивая женщина по имени Наталья Гущина. Она со своим любимым домашним котом Мурзиком жила в небольшом, но уютном домике на окраине деревни. Мурзик – красивый рыжий кот, с пушистым мехом и изумрудно-зелеными глазами. Днем кот любил греться на солнышке во дворе или охотиться на мышей в сарае. По вечерам обязательно забирался к хозяйке на колени, громко мурлыкал и терся мордочкой о ее руку. Наталья очень любила своего кота и заботилась о нем. Она кормила Мурзика самыми вкусными кусочками со своего стола, поила молоком, чесала за ушком и разговаривала с ним, как с добрым другом. А кот тоже был очень привязан к своей хозяйке и старался ее беречь. Однажды летом случилась беда. Неподалеку от дома Натальи загорелся камыш. Языки пламени быстро распространялись по сухой траве, и вскоре огонь подобрался вплотную к деревенским дворам. Жители в панике бегали, заливая водой горящие крыши сараев и заборы. Наталья тоже весь день носила ведра из колодца, чтобы огонь не добрался до ее дома. К счастью, вечером огонь удалось потушить, но многие дворы сильно пострадали. После тяжелого дня сильно уставшая Наталья рано легла спать. Но ее сон был беспокойным, ей все снился пожар. Проснувшись утром, женщина решила как следует осмотреть свой двор, вдруг огонь все-таки добрался до каких-то построек. Она вышла во двор, а Мурзик, как обычно, последовал за ней. Осматривая участок, Наталья подошла к краю огорода, который граничил с зарослями камыша у речки. И вдруг она заметила движение в траве, к ее ногам быстро ползла змея. Это была гадюка, опасная ядовитая змея. Наталья в ужасе отпрыгнула и бросилась бежать к дому. Но Мурзик не растерялся. Он молниеносно прыгнул и загородил гадюке дорогу, ощетинившись и грозно фыркая. Змея тут же бросилась на кота, пытаясь укусить. Но Мурзик был очень ловок и проворен. Он стал прыгать и увертываться от атак гадюки, не давая ей приблизиться. Разъяренная змея бросалась на храброго кота снова и снова, выпуская яд. Но Мурзик успешно избегал ее укусов. Вскоре гадюка устала и ослабила бдительность. И тут храбрый кот пошел в решающую атаку. Он молнией прыгнул прямо змее на спину и вцепился когтями в ее шкуру, прижав к земле. Гадюка извивалась, стараясь сбросить нахала, но кот не из робкого десятка держался намертво. Он крепко прижимал змею к земле. В итоге змея обессилила и перестала сопротивляться. Когда Наталья осторожно вернулась с лопатой в руках, она застала потрясающую картину. Ее котик Мурзик гордо восседал на поверженной гадюке. Он победил опасную змею и спас хозяйку. Наталья бросила лопату и бросилась обнимать своего храброго питомца. «Ох, Мурзик, мой родненький, какой же ты молодец! Спас меня от змеи! Я так горжусь тобой!» Она осмотрела Мурзика. К счастью, гадюка не успела его укусить в схватке. Радостная Наталья отнесла кота в дом и наградила его целой миской сливок, его любимого лакомства. Мурзик с наслаждением уплетал вкусные сливки, он заслужил такую награду. Слухи по поселку распространяются быстро, и история о том, как кот Мурзик победил гадюку и спас свою хозяйку, разлетелась по всей округе. Соседи с восторгом слушали рассказ Натальи о невероятной храбрости ее кота. К Мурзику пришла настоящая слава, теперь все звали его героем и защитником. Люди стали часто заходить к Наталье, чтобы лично пообщаться с удивительным котом и угостить его какой-нибудь вкусняшкой в знак благодарности и уважения. Мурзик скромно принимал все почести, не зазнаваясь. Кот, как и раньше, по утрам гулял во дворе, грелся на солнышке и ловил мышей в сарае, как ни в чем не бывало. Но теперь местные, завидев Мурзика, всегда здоровались с ним и улыбались: «Вот идет наш герой». А дети с радостными криками бежали погладить знаменитого кота, с которым хотели сфотографироваться на память. Подвиги Мурзика вышли даже за пределы поселка. Наталью пригласили в эфир местного телеканала, чтобы рассказать историю о ее Мурзике. В телестудии было достаточно шумно.
Но скромный Мурзик вел себя невозмутимо и преспокойно сидел на руках у своей хозяйки. После эфира люди звонили в студию, чтобы выразить восхищение храбростью кота. А когда Наталья с Мурзиком выходили из здания местного телевидения, их организованно встретили поклонники. Они хотели пообщаться с героем и сфотографироваться с ним на память. Как ни странно, но местные новости долетели и до столицы. Мурзик начал получать предложения от разных телешоу и даже предложили сняться в рекламе кошачьего корма. Но Наталья вежливо отказывалась. Для нее городская суета не была необходимостью, да и кот ведь не любит шумные мероприятия и переезды. Ему нравится спокойная размеренная жизнь в родной деревеньке. Однажды Мурзику даже прислали официальное приглашение принять участие в ежегодной престижной премии «Мой ласковый и нужный зверь» для домашних питомцев, совершивших героические поступки. Церемония награждения должна была пройти в Праге. Кота ждал титул «Домашний любимец года» и ценные призы. Наталья очень гордилась такой честью, но понимала, что ее Мурзик не вынесет дальней поездки и суеты большого города. Поэтому с тяжелым сердцем она отказалась от этой престижной награды. Главным для нее было здоровье любимого кота, а не слава и награды. Тем более, что Мурзик и так уже был настоящим героем для всей деревни и получил самую главную награду – искреннюю любовь и уважение людей. Постепенно ажиотаж вокруг кота поутих, но жители никогда не забудут его подвига. Теперь все в деревне берегут и любят Мурзика как родного. А он и не думает зазнаваться, такой уж скромный и добрый кот. Мурзик и дальше встречает каждый день на солнечном дворике у дома Натальи, радуясь жизни и принося людям добро своим присутствием. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. До свидания.